Привет, ребята! Как вы все знаете, в нашей медицине очень много проблем. И в учете, и в лечении, и в методах назначения этого лечения, особенно в анализах. Наши сегодняшние герои попытаются решить эту проблему с помощью блокчейна. Давайте попробуем разобраться. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какими медицинскими услугами вы пользуетесь? Государственной или платной медициной? Платная медицина. И государственными, и платными. Когда как, стоматология обычно платная, а все остальное государственное. Ну или анализы еще иногда платные. Государственные. Государственными. И тире платные. И еще и платные. Да. Скажите, пожалуйста, ничего себе. Платными. 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 А скажите, пожалуйста, все ли вас устраивает в платной медицине? Вот методология лечения врача, назначение анализов. Вам не кажется иногда, что слишком много вам назначают там, анализов, да, когда вы обращаетесь? Знаете, я обращаюсь по конкретному вопросу и как бы еще там со скидкой. Нет, таких вопросов не возникает, но качество не всегда устраивает. Когда нужно попасть срочно к врачу, не всегда это получается. Или запись к врачу там за месяц-полтора, да? А 1,5 месяца, если у тебя хроническая болезнь, это достаточно долгий срок ожидания. Не, ну я-то вообще-то выполняю требования врача. Вот если анализы, значит анализы сдаю, да. Врачам проблем нет, потому что я сама медик. Ага, Нету, очень. нет. Да, ну бывший, давно. Очень горжусь этим, когда-то была медсестрой, лет 100 назад. Ну, я полностью доверяю, но любая проверка не будет лишняя. Наверное, скорее всего, нет. Я с таким не сталкивалась. То есть все, во всяком случае, в платных клиниках, когда мне назначали анализы, они все были нужными. Ну, у меня такого не было, но у меня были бы вопросы. Я постарался у врача уточнить их. Почему так? А скажите, пожалуйста, если бы была такая возможность пользоваться приложением, в котором был бы метод лечения, да, и вы бы смогли контролировать своего врача, вы бы пользовались таким приложением, установили бы? Ну, не знаю. Ну, попробовать можно было бы. А в моем возрасте мало кто пользуется компьютером. Какой Я программой попользовалась, приложение? наверное, Да? конечно. Ну да, почему нет? А что такое программа можно сделать? Ну круто же, реально. Но это удобно, мне кажется. Да. Лучше не болеть. Лучше не Вот, болеть. лучше не Хорошо. болеть. Ну, Быть богатым, здоровым, и вам того же желаю. Не болейте, мальчики и мои вам дорогие. того же. Спасибо большое. А вообще программу создавайте и правильно делаете, потому что все, вот так вот, фармакология, врачи, все деньги, все деньги. Ну что, как показал наш опрос, все довольно-таки посредственно относятся к медицине. Стараются просто доверять своим врачам. Возможно, у них просто нет альтернативы. Но сейчас мы пойдем к ребятам, которые откроют им на это глаза. Расскажу вам немножко подробнее о конкурсе «Поиск криптоклада». Вот он, криптоклад. Фактически это бумажный биткоин-кошелек. Все, что вам нужно, это найти его первыми и просто перевести себе биткоины. Если вы не сможете справиться с этим самостоятельно, ссылочка в описании. Этот пират идет закладывать криптоклад. Ты его найдешь и будешь очень рад. Confrontation ain't nothing new to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize. Ну что, место вроде бы определено. Сейчас постараемся не палиться. Ну вот, мы и сделали криптоклад. Сегодня мы идем к основателю московской компании «Робомед». Это компания, которая провела первое медицинское ICO в России. Я, честно говоря, сам не до конца понимаю, чем они там занимаются, поэтому давайте попробуем разобраться. Тут у нас есть пара свободных еще столов, то есть мы еще этих людей не наняли. Вот, здесь у нас ожидание зона. Вот, тут сидят тоже, труются уже. Тут тоже труются, везде труются, видите. Вот, но это open space часть. Там дальше есть еще закрытые кабинеты, там вот слева, тут вот переговорка, вот, где мы проводим собрания. Всякие, мой кабинет. Вот там тоже люди сидят, то есть вот за этими дверями. Работа кипит. Ну, у кого кипит, сейчас все-таки пятница, уже 2,5 дня. То есть у кого-то не очень кипит. Вот здесь у нас служба поддержки, вот можно посмотреть Робомеда, то есть вон они там, у них кипит, вот у них постоянно, их мучают, вот.
Идите сюда, заходите. Не, вот, посмотри на них. Вот, то есть это служба поддержки, вот, мониторят сеть, вот у них висит там даже монитор, они видят нагрузку на сеть, там, что там происходит по серверу, там, где геморрой, где что. Вот. Здесь сидят разработчики у нас. Вот, технический директор, ну, они сейчас что-то отошли. Ну, видно, что они тут работают, потому что там включен комп, у него вообще стоит MacBook новый. То есть, вот, сидят здесь. Обстановка рабочая. Это вот Лариса, она тестировщик у нас, тестирует, прокликивает все. Вот. Тут у них кофемашина, чтобы сразу у них шары вылезали. Вот. Да. Ну, все, а тут зона релакс уже пошла, тут у нас травка зеленая. Отдыхают здесь люди. Все, вот тут наш офис. Ну, расскажи, пожалуйста, как возникла идея Робомеда и что это вообще за проект? Здорово. Вот, собственно, идея возникла в муках каждодневной рутинной работы над улучшением как бы уже сети клиник на тот момент. И изначально мы делали систему, которая называется, там, класс таких систем, это BPM. Это системы, которые полностью организуют и контролируют бизнес-процессы внутри предприятия. Соответственно, мы делали такую систему внутри сети клиник, то есть чтобы каждый человек, который в клинике находится, он делал конкретную задачу, его трекало постоянно эту задачу, да, у него был интерфейс максимально заточенный там, чисто под его задачи и так далее. И все это видно было и на всех этапах контролировалось. Соответственно, мы эту систему пилили там где-то 2-3 года, вот, ее у себя обкатали, потом начали в рынок продавать там в конце 2016 года. В 2017 году попродавали, там где-то в 20 клиник поставили, вот, и наткнулись на такую тему, что огромная проблема была во всех этих клиниках теперь выстроить вот этот процесс, привить контроля. Не везде у руководства как бы сразу появлялось и понимание, и желание, как там правильно контролировать, чтобы даже свою прибыль улучшить. То есть банально просто у людей каких-то сил не хватало там, этот процесс поддерживать. И мы такую тему наткнулись в тот момент, вот просто пришли на митап по блокчейну, это было, наверное, где-то, в конце мая, да, в конце мая было 2017 года, то есть еще до мега-хайпа. То есть это так, когда только первые ICO-шки какие-то что-то собрали, там типа Арагона, да, там и так далее. То есть единственное медицинское ICO, которое на этот момент было сделано, это было по Shientary. Вот, с очень сомнительной, на наш взгляд, бизнес-моделью. То есть так про них и не слышать ничего до сих пор, потому что как бы странный проект. Вот, и мы поняли, что блокчейн можно офигенно использовать для того, чтобы как раз выстроить контроль за действиями этого всего персонала от лица вообще пациента. То есть не от лица вообще тех, кто там платит зарплату, а от лица тех, кто платит зарплату самой клинике. То есть пациентов. Платит же пациент, да, за то, что он приходит к врачу, он же хочет приобрести какую-то услугу какого-то определенного качества. И мы подумали, а почему бы нам вот эти отношения между клиникой и пациентом не зафиксировать в смарт-контракте, так, чтобы что они там на приеме в этой клинике делают или как они услугу оказывают, оно трекалось по чек-листу сразу в этот смарт-контракт, и если они что-то сделали некачественно, то есть этому чек-листу не соответствует, там, либо слишком быстро его приняли, то есть там вместо получаса 15 минут, или там не вовремя его приняли, там на час задержали, чтобы деньги просто клиенту возвращались через этот смарт-контракт сразу на его аккаунт. Вот. И с этой идеей мы, собственно, в мир и пошли. Вот. У нас уже инфраструктура была готова для внедрения этой истории, вот. И мы сейчас активно вот ее кодим. У нас в апреле выйдет уже мобильное приложение. Мы его сначала будем тестировать сейчас на своей сети клиник, чтобы все процессы обкатать, как это работает. И я думаю, что к концу лета мы, наверное, это уже выпустим как конечный законченный продукт и начнем масштабировать. Миссия такая: сделать максимально все прозрачным для пациента, понятным и удобным. То есть, чтобы ты напрямую шел к врачу, например, вот
Все остальное у тебя было убрано в приложение, грубо говоря. Все твои взаиморасчеты, все твои отношения по букингу места, по просмотру расписания, не надо было никуда звонить, не надо было ничего требовать, все протоколы, карта, все там было. Ты напрямую общался с врачом, вот чисто тот face-to-face как бы прием, который имеет для пациента ценность. Соответственно, вот чтобы кроме этого ничего ему не мешало и не создавало дополнительный дискомфорт. И вот на пути к этой миссии у нас вот возникают разные идеи по тому, как приблизить к максимальному достижению верхней границы там, этой миссии. Вот. И идея с блокчейном — это одна из них, из этих идей. Ну хорошо, вот предположим, из практики. Я простой пациент, да, у меня заболело что-то. Вот для чего мне нужна эта система, почему я не могу пойти просто в ближайшую поликлинику, может быть, даже городскую, да, где мне окажут? Ну, надо тут понимать, что как бы, Робомед — это не система для лечения как такового, да, это система для его организации. И тут у нас есть как продукт, когда мы даем вот эти стандарты, скажем так, того, что там должно быть сделано, как некие типовые формы, и люди там говорят: о, мы согласны, мы это сами не хотим делать, там, мы это будем применять у себя в клинике. Как есть и варианты, когда они сами их составляют. То есть это просто инструмент. Ты его чем наполнишь, как его будешь использовать, он такую эффективность и создаст. Поэтому, конечно, есть стандарты именно Минздрава РФ, есть вообще там клинические пути Гарвардской медицинской школы, и есть такая история, как iChom, там про outcome measurement, и куча всего есть, да, и это все можно запилить, это все можно трекать, это все можно отслеживать. Мы просто даем инфраструктуру для того, чтобы это было возможно декларировать напрямую пациенту, что вы это делаете, и как вы именно это делаете. Ну, из практики, вот я прихожу к врачу, мне каждый врач может поставить разный диагноз, ну и в конце концов ошибиться может врач, да? Но это только так он может сделать в как раз неструктурированной истории. Я приведу пример. Вот, например, в Америке вас, когда госпитализируют, вот вы только на каталке в госпиталь въезжаете, с вами сразу начинают по протоколу определенному заниматься. То есть неважно, кто въехал там, что это за человек. Он вот въехал на каталке, если госпитализируют, первое, что ему делают, там, берут анализ крови, потом сразу меряют давление, потом, да, и сразу по протоколу делают определенные действия. Нету врача, который каждый раз, когда въезжает человек на каталке, он думает: так, мне кажется, этому человеку надо замерить пульс. Такого нет у врача. Есть чисто технические специалисты, которые делают конкретно по определенному протоколу действий свои функции. И в зависимости от того, что они получают как результат, у них на каждую ветку принятия решений есть следующий алгоритм действий. И они так функционируют. Да, конечно, в 2% случаев, когда там какие-то совсем нестандартные дикие болезни, это не работает. И человек умирает, наверное, скорее всего. Но 98% случаев происходит без ошибки. Если сравнить эту статистику с, наверное, даже отсутствием статистики где-нибудь в стране третьего мира, где до сих пор там врач — это полушаман, который каждый раз обращается там к небу за помощью, то, естественно, там показатели будут намного хуже. Вот и все. Мы просто даем возможность эту историю внедрить не с помощью какого-то колхоза, а с помощью конкретных оцифрованных инструментов, еще и с готовыми, заранее сделанными вот этими алгоритмами, которые просто помогут сэкономить руководству клиники кучу времени. И как итог повысить качество обслуживания пациентов. А для чего вообще это клиникам нужно? Вот сегодня частные клиники работают себе успешно, у них своя коммерция посчитана, да? Вот для чего это им нужно? Ну, тут надо сразу сегментировать, какие клиники работают успешно, а какие-то нет. Просто те, которые неуспешно работают, они закрываются, и вы о них ничего не знаете. Ну, такие тоже клиники есть. И есть клиники, которые находятся в промежуточном состоянии распада. Да, там, вот, там, коммерческого успеха, вот их модель, бизнес-модель там отмирает, они превращаются уже в то, что сейчас вот скоро закроется. Я вот сам несколько таких клиник видел, вот, например, прям воочию. Более того, мы там часть таких клиник реанимировали вообще из этого состояния. То есть я могу сказать, что, например, вот ты приходишь в клинику, там тебе говорят: там, или там просто, а у нас живая очередь, там, и вот просто вот какие-то вот такие простейшие вещи, ты их сразу видишь и понимаешь, тут
Каневском. Да, я Всё. сам бывал в таких клиниках, они бывшие государственные, которые сейчас коммерческие переделаны, но система остается та же, полностью. Ну, это только вилл и за край, деньги, да, вилл и край, да, вот как у Да. этого чувака там. Вот, соответственно, и все, и ты понимаешь, что тут умирает все. А мы, соответственно, даем систему, которая может реанимировать процесс, которая покажет, вот этого ты уволь, вот этого ты повысь, вот этому ты зарплату больше дай, то есть, и сразу все встает на свои места. То есть становится понятно, где у тебя качественно происходит, где некачественно, где точка упущенной выгоды. Это первое, как бы, для чего эта клиника нужна. Второе, над чем мы сейчас работаем активно, это проект по интеграции, чтобы у нас этим клиникам, которые мы уже отстроили им такой процесс, они же становятся более привлекательны для пациента, и процессы там становятся более открытые и понятные. Соответственно, мы туда будем загонять еще лидогенерацию. То есть, помимо того, что мы в клинику пришли, там все процессы отладили, мы еще клиентов будем приводить. То есть, мы полностью будем снимать с владельца клиники зависимость от его там какого-то внутреннего штата людей, и зная просто уровень квалификации в большинстве случаев, да, людей, которые там занимаются, типа генеральный директор, главный врач, там у них еще 10 тысяч заведующих разных есть, там заместители и так далее. Вот все в целом их, если фонд заработной платы взять, вот, и вместо него поставить нашу систему и посмотреть эффект, это уже будет там раз в 100 эффективнее. Поэтому вот наша как бы целевая задача — это помочь владельцам клиник, если они не удовлетворены работой своего менеджмента, да, поставить им такую систему автоматизации всех процессов, начиная от привлечения пациента, заканчивая обслуживанием, удержанием и работой с лояльной базой, да, в такой вид, чтобы ему это было удобно, приятно и не напряжно. Ну, то есть на коммерцию вы никак не влияете, вы не прописываете в системе, сколько эти услуги должны стоить, а сколько эти? Нет, конечно. Это выбор каждого, по какой цене ему продавать. То есть, более того, он может и вот эти алгоритмы сам написать и понять, то есть, какое составить свое конкурентное уникальное преимущество, по какой цене его продавать. Мы просто даем инструмент, чтобы это было проще и эффективнее сделать. Как, например, вот вы же покупаете на отдел продаж AMA CRM. Все же, ну там, или там Terrasoft там, CRM, или там еще что-то. Вы покупаете, понимаете, что это лучше, чем если бы они писали на бумажке, либо там над ними ходил какой-то злой дядя и бил всех по голове палкой. Да? Понятно. То есть вот в большинстве клиник сейчас руководство вот врачебным персоналом и персоналом на ресепшене, оно, к сожалению, организовано именно вот так, что кто-то ходит с палкой и бьет по голове. И чаще всего это сводится к крику, почему не выполняем план и где деньги. То есть две фразы контрольные как бы текущего руководства. Ну и врачам приходится заполнять 1000 бумажек, да? Да, да, то есть есть еще клиники, в которых ходит специальный, значит, сотрудник с каталочкой, на которой бумажные карты перед приемами развозят. И врач, значит, там пишет действительно в этой карте, и потом обратно развозят. То есть такие до сих пор есть клиники. Хотя уже давно можно сделать, что все печатается, потом распечатывается, также просто потом в архив сдается в конце смены, никто нигде ничего не возит, никакие карты нигде не циркулируют. Это все можно давно сделать. То есть, естественно, с внедрением нашей системы документооборот весь становится электронным, и у нас даже договора распечатываются уже с автозаполнением, то есть и пациентских данных, и всего, что там происходило, то есть без необходимости что-то где-то печатать и какую-то дичь писать рукой, тем более вообще. Как быть с конфиденциальностью данных, да? Ведь, ну, по многим стандартам, да, например, там возьмем, человек важный, заболел сильной болезнью, да, нужно как-то это сохранить в тайне. Ну, есть конкретные законы, называется 152 ФЗ, если мы про Россию говорим, есть закон, называется ХИПА, если мы говорим про Соединенные Штаты Америки. Вот, значит, эти законы, они даже, ну, не в них дело, но в принципе вот изначально была идея, что все медицинские проекты это про то, чтобы карту пациента выкинуть в блокчейн. Это все полный скам, да, потому что это, во-первых, экономически невыгодно, то есть каждую операцию с базой данных такой, это просто будет медленно, это все будут просто дикую количество времени загружаться, это будет огромная сумма денег майнерам за то, чтобы каждое вот это изменение туда писать, это бред. Вот, поэтому вот текущие проекты, которые хоть что-то собрали на ICO, они реализуют историю про то, что вы как бы
авторизуете доступ к этим данным, и это пишется в блокчейн. И если там кто-то что-то изменил, вот все, что он наизменял, у этого всего есть какие-то кодировки, вот, эти логи собираются в один большой хэш. Хэш, они курят хэш, я бы тоже покурил, но у меня нету кэш. И он одним хэшем идет. То есть, грубо говоря, все, что там сделано было вот за какое-то там время, да, то есть, грубо говоря, понятно, да? То есть это удешевляет, никак не упирается доступ к самим данным в быстроту блокчейна. Вот такая технология применяется. И как раз она полностью соответствует и 152 ФЗ, и закону ХИПа, потому что эта история не про медицинские данные, а просто про события. То есть это просто лог какой-то, каких-то действий. Тем более вообще зашифрованный в кодировках системы. Лазится сразу через этот хэш, как бы там содержит еще адрес того, где эта услуга была оказана, в какой базе лежит. Просто лазится напрямую в эту базу от лица пациента. То есть вот пациент сам авторизует, что он лазит, и он лазит через этот блокчейн туда, в базу клиники. Все на совести пациента. Да, то есть это все на совести пациента. Что это именно он, зафиксировано в блокчейне. Кто что делал, зафиксировано в блокчейне. То есть, и тут, собственно, и демагогии-то не может быть никакой. То есть тут, в принципе, никто, кроме пациента или авторизованного его представителя, попасть в эти данные не может. Вот и все. Какова динамика развития клиентской базы у вас на данный момент? Что по клиникам, что по пациентам. Но надо понять, что это не наша клиентская база, да, все-таки это клиентская база там, наверное, подключенных клиник. Вот. А мы, как только начнем историю с лидогенерации, у нас будет уже как бы какая-то своя, наверное, база, да, то есть которых мы туда засунули в эти клиники, которые через нас там проводят оплату через этот смарт-контракт, это будет уже другая совсем история. Вот, ее мы на конец лета планируем к запуску. То есть мы планируем в своих клиниках все натестировать там с конца апреля. А вот лето себе берем на то, чтобы, может быть, что-то подправить, что-то подшаманить бизнес-модели в коде. И уже с конца лета в продакшн выпустим, чтобы это все работало везде, как бы, где мы стоим. И потом у нас еще идея в том, чтобы сделать коннектор, который бы, например, мог другие МИСы тоже подключать. То есть, чтобы не обязательно было клинике ставить нашу именно систему информационную к себе полностью внутрь, перелопачивать все бизнес-процессы, а можно было просто сказать, грубо говоря, это вот наша зона ответственности, мы тут обеспечим, чтобы все соответствовало. Просто будем логи тоже вам выбрасывать в вот вашу вот эту общую карту, в эту общую блокчейн-экосистему. И тогда вообще у нас масштабирование будет очень быстро происходить, потому что тогда, по сути, любая клиника, неважно где, может быть потенциальным клиентом достаточно быстро. Без траты времени на внедрение, вот это все, на переделывание, что там внутри происходит. На практике как это будет выглядеть для какой-то клиники? Ну, просто клиника говорит, грубо говоря, мы поддерживаем вот такие-то смарт-контракты, мы там с их чек-листами согласны, мы готовы вам по API выпуливать, значит, эти логи, чтобы вы проверяли, ну, от лица пациента, выполняются ли смарт-контракты. Все. И мы хотим пациентов получать от вас, ну, дополнительных, которые будут покупать этот смарт-контракт. Более того, у нас еще будет там модель, когда меньше наша комиссия, когда клиника сама продает через свой сайт эти смарт-контракты, сама их заполняет, делает из этого свое собственное конкурентное преимущество. То есть у нас очень гибкая будет модель этой всей истории. И ну, мы планируем, что мы выйдем на внедрение каждой новой клиники за неделю. Вот с такой как раз моделью взаимодействия. Ну, это в лучшем случае. Но сейчас вот по текущей базе клиентов у нас в подключенных клиниках там исторических данных хранится порядка по 1 миллиону пользователей. Да, но это не те данные, с которыми мы можем что-то делать, это не те данные, которые мы можем куда-то продавать, это вообще персональные данные. И мы просто знаем, что они есть, мы знаем, сколько их, но внутрь туда, естественно, мы не ходим. Понятно. Вот. Есть ли планы на сегодняшний день по сотрудничеству с госмедициной? Особенно в России это актуальный вопрос. Ну, я не очень понимаю, как сотрудничать с госмедициной. Для меня все время общение... Вот мы пару раз приходили в большую госбольницу, ну, тестировали, как зайдет наше ценностное предложение по установке системы, да, например, в госбольницу. И
Ну, мне показалось, что логика вообще с другого конца идет. То есть у нас идет логика от того, что вот есть там пациент, он приносит доход, он должен превращаться в прибыль, он должен превращаться в постоянного клиента. А там идет как-то, вот мне показалось, от того, что вот есть врач, ему надо поменьше работать и побольше зарабатывать. И вот как это так организовать, чтобы пациенты подольше сидели, побольше заносили, и никто особо не парился. То есть, как бы, мне показалось, что мы не сможем такую систему нашу в том виде, в котором наша система сейчас есть, она, мне кажется, их проблемы вообще не решает. Вот. Она бы решила их проблемы, если бы они хотели сделать там, например, ну вот есть, например, фонд ОМС. Вот у фонда ОМС есть на каждую услугу свои действительно МЭСы, да, то есть медико-экономические стандарты, по которым они оценивают, насколько там в этой больнице правильно лечили, чтобы там надо платить, не надо платить, или списывать надо, или разбираться. То есть это все есть у них. У них там сидит большой отдел, в этом отделе куча человек, которые все, значит, это там смотрят, мониторят. Вот. Мы могли бы там поставить нашу систему, в смарт-контракты вбить, например, эти стандарты МЭСов, и было бы вообще без всех этих людей в реальном времени бы понятно, что в какой больнице делается, и сколько она должна получать денег или не получать денег. Мы доставим результаты, 100%. Мы... С таким подходом, безусловно. Вот так технология блокчейн помогает улучшить качество медицинских услуг. Будем следить за релизами команды Робомед. А также не забываем искать криптоклады, ставить лайки, подписываться. С вами был Backend Production, blockchain.ru и я, Эд.